Ребят, всем доброе утро. Утро начинается с кофе, как у всех. Так, ну что, на работе я съездил сейчас на заправочку, заправился. И вот допиваю свою кофе, потому что очередь моя подошла. Вот, кофе я не успел попить, но заправился и пришел допить. Такие вот у меня конфеточки. Нахожусь я в слесарке. Станок токарный, но этот станок не работает. Просто как мебель стоит. Ну и там шлифовальный или точильный. Ножи для дробилки точит. Сегодня погода пипец. Дождик всю ночь лил. Не сейчас с утра дождик. Так что сегодня с вами поработаем в дождь. Идемте, ребят, в машину, Уралу. Блин, вот посмотрите. Видите, сколько грязюки. И это только вот ночь и утро. Вот сейчас вот вроде как, ну такая мелкий такой дождичек, мелкий-мелкий. Вот, грязи, конечно, финиш. Установку еще пока не привезли. Кстати, у нас тут много народу заболело. Вот. И Александр тоже сейчас в данный момент болеет. Водитель погрузчика заболел, водитель с трактора, помощники с погрузчика. Вот. Короче, человек 6 у нас в данный момент заболели. Все, конечно, ждал я, когда привезут установку. Хотел посмотреть, ну и вам показать, что же за ремонт такой там сделали с этой установочкой. Так, колеса меня ждут. Никак не дождутся. Но в такую, блин, грязюку, ребят, я менять не буду. Вот честно. Тут пройти даже, блин, невозможно. А менять уже это, я не знаю, нафиг надо. Короче, когда или подсохнет, или подмерзнет, скорее всего. Быстрее, наверное, я думаю, будет. Вот, тогда и займемся. Вот, да, кстати, вот у меня еще фиговничает этот кран. То есть качает 10 атмосфер. То нормально сбросит на 9, но бывает на 8, бывает на 9. Короче, когда как захочешь, так и сбросит. Вот. А сегодня утром вообще на 11. Вот. Я тут как-то пару раз сбрасывал конденсат. Воды, конечно, там есть в ресиверах. Но я еще, конечно, перед морозом сброшу. Ну что, давайте проедем по нашему месту, по территории, как говорится, по нашему рабочему месту. Посмотрим, где что нужно сделать. Ну, в принципе, одна машина с леса возит. Вот. То есть я как бы успеваю. Вчера я вроде как бы так все сделал, но все равно он вчера вечером привез. Посмотрим, что нужно сделать. Сейчас прокатимся и посмотрим. Так что погнали. Ребят, хотел с вами поделиться. Вот затестил я такие перчаточки. В том году я покупал специально. Вот, мне понравились. И в этом году я купил. То есть вот они на резиновой основе, такие мягкие. Зимой, сейчас вот в дождь. То есть вот такими, ну, то есть обычными, да. Схватился, например, там 2 раза за установку. Просто, например, пока лезешь. Все, они сырые. То есть и начинаешь, когда работать, у тебя начинают мерзнуть пальцы, руки, все такое. А в этих перчиках вообще прям идеально. Вот. То есть ты хватаешься, а вот это вот место, ну, не сыреет, ничего такого. И сейчас в данный момент в них тепло. Вот. А зимой просто надеваешь такие обычные и в них вообще офигенно. То есть руки не мерзнут, ничего. То есть я вот в них прогонял всю зиму, и даже больше, месяц, наверное, 4 в одних. Ну, конечно, аккуратно это все надо делать. Вот, как-то так. Едем потихонечку, полигонечку. Торопиться нам некуда. Так, Соболь он грузит гранулами, наверное. А может быть брикетами, а может быть запчастями негодными. Какие надо будет купить новые, ну не знаю. А вот так, что у нас? У нас здесь, вот видите, здесь отсыпали. Стало просто благодать. Раньше здесь были клеища такие, офигеть. Вот. А до меня рассказывали ребята, вот здесь на Барсе здесь вообще было немощно. Здесь была яма, канава, здесь, ну, типа болотина. Сюда заезжать было вообще финиш. Ну, кто сюда лес возил. Вот, чтобы туда заехать и потом отсюда выехать.
Назад начинаешь сдавать, все, прицеп сразу складывается и все. Ну, сейчас вроде более-менее сделали. Все, зашибись. Так, ну что мы видим? Барс. Нормально. Сейчас, кстати, КамАЗик наемник заправился, поехал в лес. Сейчас, может быть, привезет на выходные, я так думаю, привезет машину, а может две. Ну, тут, в принципе, вот еще на Барс машинка есть. Ну, вот сегодня даже здесь ночью, ребята, обратите внимание, снежок, чуть-чуть снежка. Так, здесь я отсортировал, здесь кривье и тонкотье. Здесь чуть-чуть сушничка, здесь тоже. Вот только я, блин, рассортировал. Позавчера, наверное, здесь убрал кучу. Все, блин, опять завалил. Сколько он? Машин две, наверное, да? Выгрузил. Осина и елка. Что нам нужно? А нам нужно отсортировать, то есть осину и елку. То есть осину, значит, нужно на себя и перевести вон в тот штабель. Но, блин, там вообще сейчас, я не знаю, там болото. Офигенное болото. Можно, конечно, было на новый Барс, но они не работали 2 дня. Там, кстати, тоже человек заболел. Их там по двое работает. Один человек заболел. И старший, тем более, кто понимает, там, как нас, ну, компьютер, как там что делать, забивать. Вот он заболел. То есть 2 дня не работали. И вряд ли они там сработали. То есть у них, наверное, эстакада вся целая. Вот, блин, вот видите, ребята, грязюка, буксуем, едем. Вот, один тракторист сейчас на 2 трактора фигачит. Так, береза 63-я есть, но в штабеле нет. Там вот на новом Барсе, вот, видите, да, там все затарено, нормально. Дровокол есть, отобрал я. Здесь есть на эстакаде. Ленточка, в принципе, есть. Механик у нас собрался, а он все впало запчастями. Все работает, все офигенно. Дорогу вот здесь, видите, новую сделали. Отсыпали. Да, у них есть все. Все зашибись. Так что нам придется на месте отобрать, разобрать и перевести. И все. Итак, ребят, все перебрал. Осталось вот эту мелочь перекинуть сюда. Так, что получилось? А получилось вот столько осины, вот столько елки и столько березы. Вот, сейчас я это перекину сюда. И, в принципе, все. Работа, конечно, такая, ну, блин, нудная. Вот, нам нужно целиться, выбирать, перебирать. Вот, ну, то есть, вот, этим она плохо. Ну, и плюс еще дождик. Вот, видите, коленки уже сырые. Ну ничего, зато в кабине есть офигенная печка. Так, ребят. О, блин, холодновато, конечно, уже становится. Но здесь такая печка, блин, ребят, я не знаю. Вам просто не передать словами. Это всем печкам печка. Нигде я, ни на одной машине я не встречал такие печки. Что, блин, рука, вот, честно, вот, прям, ну, не терпит. То есть вот так раз, и все, уже прям жгет. Вот, например, перчатки сушить. Вообще прям, я не знаю, минута и готово. Вот без этой сидушечки я тоже никуда. То есть забрал я ее с трактора. Там наверху на сиденье, там до меня, конечно, еще придумали, сиденье вот такое, ну, из губки. Вот, и представьте, то есть дождик, снег, там вся фигня-мигня, то есть это сиденье всегда сырое. Хоть его переворачивай, хоть не переворачивай, то есть без разницы. Я беру, ложу вот эту сидушку рваную, но все равно, можно было бы, конечно, и эту взять, но думаю, ладно, фиг с ним. Но остаюсь как бы сырой. А поначалу я не знал даже, что делать. Присаживаешься, все, попа сырая сразу же. Так, ну ладно, что, сейчас нам нужно проехать. Дождик, он расходится все сильнее и сильнее. Проехать промеж штабелей я не поеду, потому что там начинает сносить сюда, вон, в сторону железа, металлолома, вот где чермет валяется, сюда начинает таскать. Боюсь, как бы колеса там не порезать об эти об трубы. Вот. Заеду отсюда, с этой стороны, и выгружусь. Да, еще нам нужно будет перевести это на ленточку. И второй этап
Но это не знаю, может быть сегодня, не сегодня. То есть вот эту кучу нужно будет еще перебрать крупные с мелкой. То есть мелко отдельно, крупно отдельно. Такая-то вот работа. Как стаскивает, ребят. Передний мост включен, блокировка. Все, идем. Если сейчас ехать по дороге, то стопудово в штабель стащит. Сейчас мы вот так с прямичка возьмем. Блин. Идет. Ну, буксует, правда. Здорово. В зеркало видно вам, нет? Прошли уже. Здесь место есть, да? Да ему сюда, наверное. Да, давайте сюда выгрузим, и нормально будет. Так, все, мальчишки, девчонки. Выгрузился. Ноги, вот эти места уже сырые. Ну вот, штабелечек так ровненький, аккуратненький. Вот, ну теперь я запомнил, где более-менее грузиться, чтобы сразу туда, когда они там сработают. Так, все, едем за березой. Нужно убрать ее там с дороги. Вот, чтобы не мешал там ни тракторам, никому. Вот, и отвезем ее на ленточку. Так, ребят, все, подобрал я березу. Вот сколько получилось. Я подумал, что, блин, ну, можно все на ленточку отвезти. Но, однако, не так-то было. Нужно будет опять вот это развести в 2 раза. То есть и на ленточку верхний вот этот ряд, и нижний ряд, они, ну, прямые, крупные, на 63-ю раму. Дождик так и моросит. Вот, так что уже почти весь сырой. Ладно, погнали дальше. Так, ленточка. Делаем пару хапок, выкладываем им сюда и сдаем туда. Так, ребят, движемся задним ходом 63-й раме. Вот, одной рукой, правда, не удобняк. Блин. Ну все же. Все, догружаю я на 63-ю. Вот. Тут получилось 6 бревен. Так, КамАЗик наемный разгрузился сейчас. Осины. То есть перебирать он сейчас больше мне пока ничего не привез. Так что мы сейчас разгружаемся и едем сушиться, греться, пить чай. Так, ребят, все, встал я на дежурство. Ну, это я так сам называю. На дежурство. То есть, ну, не на стоянке там. Встал сразу здесь, вот, если что. Вот. Потому что, ну, самое, где что ни на есть случается, это вот именно здесь, на 63-й. У ребят там на ленточке, ну, конечно, бывает там у них перекрестись, но редко, потому что я стараюсь ложить ровненько, так аккуратно, чтобы они раскатывали. Вот. Я не люблю им крестить, потому что знаю, что они потом все равно за мной придут, меня будут дергать то и дело. Я лучше сделаю один раз сразу, и все. Вот. А здесь вот этот подъемник автоматический. Он бывает, вот видите, сейчас взял бревно, но бывает, что комель слетает, а этот верх, например, поднимается, и все, и перекрещивается. Вот, и потом, получается, надо будет разгребать. А я сразу как бы здесь встал, чтобы и они не бегали, и я тут не ездил, а просто быстренько раз-два и все сделал. К тому же, как я говорил, один тракторист заболел. Вот, сейчас тот, который был на доставках на тракторе, он сейчас сел на его трактор, то есть работает здесь по территории. То есть доставок не будет пока. Даже если, например, приедет машина, может быть, ну там горбыль там или срезки, ну, если что, позвонит. Так что стоим пока, дежурим. Пипец, ребят, дождик. Даже и не думает останавливаться. Что-то мне неохота идти пешком или в слесарку, или туда, в столовку. Ну, греться, там чай пить по грязи, по дождю. Нужно с собой было термос брать. Здесь у меня тепло, хорошо.
И даже теплее, чем в Слесарке. Сейчас, в данный момент. Потому что все заболели, там никто не топит. Надо дров таскать, кидать, топить. Вот, а никого нет. Здесь обсохнем. В принципе, я уже почти обсох. Вот чуть-чуть только. Вот такая вот работа. В дождь и в грязь. Ну что, ребят, дождик так и не прекращается. Вот, время. Обед. Напомню, здесь обед с 11 часов. Так что как-нибудь все-таки я проберусь в столовую. Ну, как в столовую. Место для приема пищи. Всем, кстати, кто будет сейчас там обедать, ужинать или завтракать. Всем приятного аппетита. Вот. Так что и я пойду. Не поеду, а пойду. Потому что лишний раз ездить и так здесь без этого грязи хватает. Не сахарный, не растаю. Вот. Ну ладно, всем приятного аппетита. Ну что, ребят, обед кончился. Переехал я оттуда, 63-й, сюда на свое место. Облюбовал я его. Сюда вот так задним ходом заезжаю в лес. Летом здесь денек, то есть кабина не так нагревается. Ну и что еще-то? Ну и вообще здесь отсюда все видно. И там видно, кто приехал. Единственное, что не видно контору. Вот, за брикетом. Вот, решил так подсушиться. Потому что зашел я туда, там нифига теплого нет. В Слесарке, где висят вещи. Там никто ничего не топил, печка холодная. Вот. И вот пока сейчас на работе сижу, жду звонка, решил вот так подсушиться. Ну, в принципе, здесь вот нормально. Вот здесь вот где плечи чуть-чуть сыровато. Капюшон тоже сырой. Вот. Ну, отсюда дует нормально снизу. То есть теплый воздух вот так будет подниматься и высушиваться. Как-то так. Приспосабливаемся. Итак, ребят, ну что, так и не позвонили мне. Все у всех нормально работает, все зашибись. С ленточки человек он пошел, все, закончил на сегодня. И мы, наверное, что, поедем на стоянку. Время 3-й час, пора готовиться. Может быть, сейчас за второй сменой ехать, а может быть и нет. Но все равно готовиться домой. Вот таким сегодня был день. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В комментариях обязательно делитесь опытом. Всем удачи, ребят. Пока. До новых встреч.